Всем добрый день, зовут меня Вадим. И сегодня я вам расскажу о своих часах. Это первые часы, которые я вообще сделал своими руками. Выглядят они вот таким вот образом. Работать с ними мне очень понравилось. Здесь я себя проявил, можно сказать, как художник. Но что сказать, что-то где-то увидел, что-то где-то придумал. Ну, как обычно рождаются любые наши изделия. И тут же не самое главное скопировать, а приумножить то, что вы видели до этого. Возможно, что-то сделать ярче. И пока я их делал, у меня родилось много других мыслей, как это можно вообще обыграть еще. И уже к своему изделию относиться как к какому-то маленькому ребенку там и все такое. Из чего это было сделано, вы, наверное, дальше по видео увидите. Кстати, если вам интересно, как я это делал, и вам не интересно меня вот это вот слушать, проматывайте дальше. Там я все, в принципе, показал, как из чего делается. Просто есть несколько нюансов, которых там я, возможно, не поставил. Я еще не монтировал, поэтому не знаю. Если вам понравились такие часы, вы их тоже сможете спокойно повторить. И если не сложно, сделайте репост этого видео. Может, кто-то еще увидит такие часы и захочет их тоже повторить. Или, возможно, какую-то идею возьмет. Потому что повторить полностью никогда не получается. Ты постоянно начинаешь что-то повторять, а у тебя выходит что-то свое. Ну, как всегда. Единственное, что я в видео не указал, как я вот делал вот эти вот маленькие такие вставочки. Да, делаю я их вот такими вот сверлышками. Вот видите, тут как раз одно из сверл вот с такой вставочкой. Материал этого дерева у нас это термоясень, насколько помню. Очень специфически режется. Из какого куска дерева это было сделано, вы тоже это увидите. Я там показал, брутальная такая штука. Кстати, кусок деревяхи валялся там у меня в дровнице. Ждал на своего времени. А теперь он будет у меня висеть в спортзале. Еще по нюансам. Вот здесь вот сделан такой вот подвес. Он сделан по принципу такой же самый, как делается на каких фотокарточках и так далее. Вот здесь вот внизу, видите, может быть, да, видно, отбойники стоят. Это сделано для того, чтобы мы, когда вешаем часы, не поцарапали, не дай бог, обои. Это в действительности так. Тем более еще, эти часы выполнены из цельного куска дерева. А что из этого значит? Что его в любом случае будет вести. То есть на сегодняшний момент уже эти часы немножко вот стали, немножко вот там пару миллиметров уже изгиб есть. Что дальше с ней будет происходить, непонятно. Судя по тому, как здесь проходит трещина, я ее, конечно, бабочкой укрепил, но их будет крутить. С другой стороны, это живые часы, из-за того, что это все-таки дерево. Понравились часы? Ставим лайк. А если хотите узнать, как их делать, смотрим дальше. Приятного просмотра. Пользуйтесь хорошим инструментом. Счастливо. Thank you.